Прошло уже несколько лет, но я снова возвращаюсь к вам с очередной реакцией на Димаша, и сегодня мы посмотрим его исполнение. Раньше я слышала, как эту песню исполнял Витас. Прошу прощения, если неправильно произношу его имя. И мне очень интересно увидеть, как Димаш справится с этой песней. Будет ли это исполнение точно таким же или хотя бы похожим на оригинал? Я хочу напомнить, что это реакция, и я буду комментировать, поэтому по ходу просмотра я буду ставить запись на паузу и делиться своими мыслями. Но вы сами нажали на эту реакцию, поэтому давайте начнем. Немного другая аранжировка в начале. Не помню, чтобы у Витаса все начиналось именно так. По-моему, там сразу вступали пиццикату струны. А, вот они. Дом мой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Oh, okay. Есть некоторые отличия от той версии аранжировки, которую я привыкла слышать. Конечно, существует множество исполнений, но версия, с которой я лучше всего знакома, это та, где Витас выступает на сцене в красном шарфе. Именно ее я обычно вспоминаю первой. Аранжировка здесь немного отличается от первой, хотя и не кардинально. Просто в той версии гораздо сильнее ощущались пиццикато струны и подобные элементы. А здесь этот эффект больше перенесен в фортепианную партию. В нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. А вот и оно, мне это так нравится. Окей, как бы там ни было, мне уже сейчас очень нравится чистота его голоса. Пока что эта песня совершенно не представляет для него сложности. Конечно, мы все знаем, к чему она в итоге приведет, но на данном этапе он абсолютно расслаблен. Впрочем, это же Димаш, с таким голосом, как у него, я бы тоже, наверное, особо не нервничала бы. Для него это невероятно легко, здесь вообще не видно никакой борьбы с техникой. Хотя я даже не знаю, бывает ли у него такое когда-нибудь вообще, но в этой части диапазона все дается ему совершенно свободно. Все очень красиво. Очень круглый, очень приятный на слух, чистый тембр. Ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. О, мне это нравится, здесь у него вибрато выражено сильнее, чем у Витаса. Будь чередой, пусть собирается Dramatic. цвет. Я извиняюсь, но нам придется поставить на паузу из-за времени авторских прав, но боже мой! Это было великолепно. Мне очень понравилось это плавное скольжение вверх к ноте. Мне нравится, как этот момент исполняет Витас, и мне нравится, как это исполняет Димаш. И тембр Димаша здесь настолько наполненный и мощный, он поет на большой громкости. Отчасти это связано с использованием головного голоса, с техникой и с тем, какие гласные он использует и как формирует свое резонаторное пространство. Или точнее, все свои резонаторные пространства. Очень по-норвежски сейчас прозвучало с моей стороны. То, как направлен звук, насколько он чистый, насколько точно держится интонация, все это просто потрясающе. И звук настолько объемный. Мне кажется, хотя я не сравнивал их напрямую, бок о бок, но мне кажется, что версия Витаса тоже невероятно впечатляет. И мне очень нравится, как у него появляется вибрато. У Витаса вообще потрясающая работа с вибрато. Но мне кажется, что Димаш здесь поет более крупным звуком, с более объемным резонансом. Даже вибрато ощущается более масштабным. Ну, короче, да, все красиво. Beautiful. Все так открыто и легко, боже мой. Мне это нравится. В конце той фразы он отвел микрофон, вместо того, чтобы закончить ноту резким обрывом, когда голос просто внезапно прекращается, или вместо того, чтобы перейти в более мягкое звучание. Он просто убрал микрофон и сам создал эффект постепенного затухания. Такое можно сделать на этапе звукозаписи или обработки, но можно добиться того же самого и за счет работы с микрофоном. И именно это он здесь и делает. Стабильность его вибрато, его постоянство, все это просто невероятно. И звук такой большой, такой чистый. Если сравнивать с версией Витаса, то могу отметить только одну вещь. Его глиссандо наверху немного короче.
И еще мне кажется, что он начинает их не с такой низкой ноты, как Витас. Разница настолько незначительная, что ее почти нет. Аранжировка уже другая, круто. But it's different. Был мой достроен, но я в Oh, okay. один. Хлопнула дверь за спиной. А, нет, он не поднимается наверх. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Oh, that's a variation too. Это судьба, а судьбу не могу. Я ни о чем прости. Oh, okay. Только я знаю. Oh, that's the... Только я знаю. Я без понятия, о чем они поют, но я всегда пою вместе с ними. Я просто думала, что эта часть была в первой части, а не во второй. После этого места я уже окончательно теряюсь. Так что теперь я хотя бы знаю, где именно находится этот фрагмент. Но по-прежнему не знаю, правильно ли воспроизвожу все эти звуки. Мне понравились вариации, которые он здесь сделал. Особенно во второй части, когда обычно переходят в более фальцетовое или головное звучание. Ah, А здесь он взял гораздо более мощную ноту. you know? С округленным тембром. И были еще другие вариации, которые мне тоже очень понравились. Но давайте продолжим. Это судьба, а судьбу не могу. Я ни о чем прости. Вот о чем я говорила. Я знаю, как после станут ветра глазить. Now with the groove and the drama. Oh, Этот пронзительный звук, почти белтинговый по характеру, который он только что сделал, по сути находится в головном голосе, но при этом содержит элементы микста, благодаря чему появляется этот более металлический оттенок звучания. Это было очень круто. Он немного трясет головой, когда делает вибрато. something. Мне нравится эта аранжировка, она прикольная. Very dramatic. Модуляция? Amazing. Мне кажется, сейчас он поднимется еще выше. Я уже не помню, сколько смен тональности или модуляции было в оригинальной версии, но до конца выступления еще остается достаточно времени. Поэтому мне кажется, что он собирается подняться еще выше. Мне придется немного перемотать назад из-за авторских прав. Yes. And the Yes. Какая выносливость! Это так сложно сделать! Удерживать такую длинную ноту на такой высоте с таким качеством звучания, а затем внезапно оборвать ее и перейти к этим легким стаккатным фразам, которые он только что сделал. Что? That oh my god. Это было круто, это было так круто. Мне нужно посмотреть эту часть еще раз. Простите, я обязана увидеть это снова. Боже мой. Я уже была поражена только одной его выносливостью. Его способностью сохранять такое качество звучания, и тем, насколько чисто звучит каждая нота, и тем, насколько точно он попадает в высоту, тем, как вибрато появляется именно в нужный момент, создавая это ощущение напряжения и последующего разрешения. Теперь понятно, почему он перед этим улыбался. Я подумал, что он улыбается просто потому, что впереди еще одна модуляция вверх, но оказалось, нет, у меня есть еще один сюрприз. Боже мой! Come on. Еще одна смена тональности.
Теперь паузы между фразами стали гораздо короче, потому что ему нужно готовиться к следующему фрагменту. Окей, я такая подумала, блин, он что, пойдет еще раз выше? Я думала, блин, это же просто не по-человечески. Вау, да, это именно то, что я сказала. О, боже мой, Димаш, спасибо. Вот это было выступление. И знаете, я люблю Витаса. Поэтому еще до начала просмотра я думала, да конечно, это будет здорово. И Димаша я тоже люблю, поэтому я знала, что все будет великолепно. Но я не знала, какие сюрпризы он там приготовил. Это было абсолютно невероятно. Не могу сказать, что я потеряла дар речи, но сейчас у меня просто нет слов. Окей, ребята, если вы досмотрели до этого момента, то, пожалуйста, в комментариях оставьте сердечко, чтобы я знал, что вы досмотрели это видео до конца. Я буду знать, я вам отвечу, и все будет чики-пуки. Ребята, на этом у меня сегодня все. Огромное спасибо всем за просмотр, и всем пока!